Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Впереди нас ждут новогодние выходные, а значит будет время посмотреть что-нибудь интересненькое. Для того, чтобы вы не искали, мы для вас приготовили очередной сборник сериалов, составленный по вашим рекомендациям. А если ты смотрел что-то из перечисленного, оставь свое мнение в комментарии. Ну а мы поехали! Начнем мы с истории, которая происходит в небольшом городке Исттаун. Мэйр Шиэн в нем живет и работает в местной полиции. Здесь детектив провела детство и юность, училась в школе и колледже, вышла замуж, родила детей и развелась. Самые громкие преступления в Тихой Гавани – это незначительные кражи и мелкое хулиганство. Но в лесу обнаруживают тело убитой девушки. Чем глубже Мэйр погружается в омут этого дела, тем больше натыкается на подводные камни. И оказывается, у провинции есть своя темная сторона жизни. «Мэйр из Исттауна» – мини-сериал в жанре криминальной драмы. Это один из главных хитов HBO в 2021 году. Наполовину социальная драма о жизни в американской глубинке, наполовину крепко закрученный детектив, который изящно водит зрителя за нос. Замечательный актерский состав во главе с Кейт Уинслет усиливает воздействие на зрителя. Вы будете увлечены слежением за персонажами и разгадывать загадки до самого конца. Сериал рекомендован нашими подписчиками Алевтина через В и Небесный тихоход. А теперь история двух обычных неудачников. Главный герой – мужчина средних лет, которого зовут Лаки Флинн. Его нелепые поступки становятся причиной проблем для него и окружающих. Все, что он делает безупречно, так это играет на пианино. Ему приходит весть о неизлечимой болезни матери, которая живет на другом краю австралийского континента. Чтобы навестить ее, он берет машину на прокат, грузит в кузов свое старое пианино и отправляется в путь. И, конечно же, по дороге Флинн попадает в аварию. Непредвиденные обстоятельства вынуждают главного героя продолжить путь в компании молодой девушки с крутым характером, в автомобиль которой он как раз и врезался. «Пианино» – комедийно-драматический сериал, вышедший в свет в ноябре 2019 года. Главные роли исполнили Тим Минчин и Милли Алкок. И если австралийский актер Тим малоизвестен широкому зрителю, то Милли известна фанатам по роли юной Рейнеры Таргариен в эпической саге «Дом дракона». Сериал посвящен людям, которые ищут свое место в жизни. Рекомендован нашими подписчиками Назар и Ника Плотникова. Это история о необычном преступлении. Накануне убийства нас знакомят с жизнью 5 семей. Их дети учатся в одной школе, в здании которой и происходит убийство. А необычно в этом случае то, что никто не знает имени жертвы. И оказывается, что каждый из членов 5 семей тем или иным образом имеет отношение к этому преступлению. Провинциальная жизнь размерена и предсказуема. И такое событие, как убийство, да еще и в стенах учебного заведения, потрясает жителей города. Полицейские, прибывшие на место преступления, раньше не сталкивались с подобной жестокостью. «Большая маленькая ложь» – драматический сериал, в основу которого лег одноименный роман Лианы Мориарти. Главные роли в сериале исполнили обладательницы премии «Оскар» Риз Уизенспур и Николь Кидман, и трехкратная обладательница премии «Оскар» Мэрил Стрип. Также в актерской команде участвует дивергент Шейли Вудли. Это отличный сериал с интригами, великолепными пейзажами и загадками. Сериал рекомендован нашими подписчиками Алекс Нет и Змей Горыныч. В заливе Алгонкин, в провинциальном Онтарио, в заброшенной шахте было найдено тело 13-летней Кэти Пайн. Детектив Джон Кардинал уже несколько месяцев занимался поиском без вести пропавшей девочки. Его партнером в этом деле стала детектив Лиза Делорм. Собранные улики указывают на то, что действовал серийный убийца. Так начинается первый сезон этого напряженного, запутанного детектива. «Кардинал» – канадский криминальный драматический сериал. Это адаптация романа Джайлза Бланта. Каждый сезон посвящен отдельному преступлению, а значит и отдельному расследованию. Помимо преступления мы узнаем о тайнах прошлого героев, которые мастерски вплетены в общую концепцию. Главные роли исполнили Билл Кэмпбелл и Карин Ванас. Если с исполнителем мужской роли все понятно, он снимался в сериалах «Убийство» и «4400», то Кэтрин пока мало известна зрителю. И все же, любителям детективных историй советую обратить внимание на этот недепрессивный сериал, который, безусловно, доставит удовольствие от просмотра. Рекомендацию дал наш подписчик Полесский Верос. Оливия кажется вполне образцовой женщиной, но за чистым образом скрывается порочная любовь, живущая в ее сердце. И эта любовь не к тому, с кем она делит кровь. Но воспитание женщины пытается бороться с собственной натурой, которая рушит ее семью. Образ главной героини вызывает у зрителя смешанные чувства. Одни видят в ней несчастную женщину,
другие выжившую из ума недовольную всем старуху. Сериал «Что знает Оливия» снят по мотивам одноименного романа американской писательницы Элизабет Страут. Режиссером проекта выступила Лиза Холоденко, имеющая украинские корни. В главных ролях потрясающий дуэт Фрэнсис Макдорманд и Ричард Дженкинс. В сериале также снялся и Билл Мюррей, который известен нам по ролям в фильмах «Охотники за привидениями», «День сурка» и «Ангелы Чарли». Сериал «Что знает Оливия» – это история сложных отношений супружеской пары. Для Генри супружеская жизнь с Оливией превращается в ад и Божью милость одновременно. Сериал рекомендован нашим подписчикам, не Светлана. Еще одна детективная история. Полиция Дании ведет расследование серии загадочных убийств. Общество небольшого провинциального городка шокировано происходящим. Все жертвы – молодые женщины, на теле которых отсутствует одна из конечностей. Всех убитых объединяет еще одна важная деталь. Рядом с каждым изувеченным телом детективы находят рукодельного человечка, сделанного из каштана и веток. На всех таких фигурках присутствуют отпечатки пальцев некой Кристины Хартунг. Однако, по данным полиции, она погибла более 30 лет назад. «Каштановый человечек» – датский криминальный триллер, появившийся на стриминге в 2021 году. В актерском составе выделю, пожалуй, Давида Денсика, известного почитателям скандинавского кинематографа по шведской версии фильма «Девушка с татуировкой дракона» и роли Михаила Горбачева в сериале HBO «Чернобыль». Сериал состоит всего из 6 эпизодов. Несмотря на довольно неспешное развитие событий, история очень увлекательная и смотрится на одном дыхании. Сериал с рейтингом 7,7 балла рекомендован нашим подписчикам Зоя Есина. Появление этого сериала вызвало споры. Изначально «Озарк» получил волну негативных отзывов от критиков. Его сравнивали с уже популярным на то время сериалом «Во все тяжкие». Тема казалась не новой, но выход каждого последующего эпизода пробуждал все больше интерес у зрителя. А кинокритикам пришлось признать, что «Озарк» совсем другой зверь. Одно из главных достоинств сериала – каждая отдельная серия является полноценным фильмом. Темп неспешный, но не тягомотный. Повествование все время держит зрителя в напряжении. Если коротко о сюжете, то финансовый консультант Марти Бёрд с женой и детьми переезжает из пригорода Чикаго в городок у озера Озарк. Причина переезда кроется в том, что партнер Марти похитил деньги наркокартеля, и теперь главному герою необходимо вернуть деньги, чтобы остаться в живых. В сериале собран превосходный актерский состав. Главные роли сыграли Джейсон Бейтман и Лора Линни. Не буду распинаться по их поводу, но поверьте, актеры зачетные. Свою рекомендацию дал наш подписчик под ником Ди. Позволим себе вставить и свои 5 копеек и дать свою рекомендацию в этой подборке. Чтобы не быть отчисленным из университета, молодой студент-геолог Винсент отправляется на стажировку на другой континент, в далекую Гвиану. Эти экзотические французские земли находятся в Южной Америке. Это затерянный мир, где в одном котле варятся бизнесмены, гангстеры, геологи и солдаты. В нем люди могут убить друг друга за несколько граммов драгоценного металла. Здесь, в опасных джунглях, нашему герою предстоит пройти школу жизни и сдать экзамен на выживаемость в экстремальных условиях. «Золото» – это боевик, приключения и драма в одном флаконе. На просторах интернета встречается также под названием «Гвиана». Этот сериал вышел в 2017 году и стал быстро набирать популярность. В этом проекте сочетается все – красивые живописные джунгли, зрелищность, захватывающие приключения, непредсказуемость, невероятные переплетения сюжетных линий. Все это дополняют колоритные типажи, отличная актерская игра и превосходное музыкальное сопровождение. Так что очень даже рекомендую этот сериал к просмотру. На сегодня у меня все. Мы продолжаем работать для вас, и пока ты смотришь этот ролик, мы уже готовим следующий. Так что если тебе есть что предложить, пиши об этом в комментариях. И главное, обязательно подпишись на наш канал. Всем пока-пока, услышимся!